Здравствуйте, меня зовут Боровикова Ольга Игоревна, я врач-генетик, гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики. Данное видео снято специально для сайта sberеменность.ру. Сегодня мы поговорим про первый половой контакт. По-научному – каитархия. В каком возрасте нужно начинать, чего опасаться, как подготовиться. Первый раз – один из самых волнительных моментов в жизни каждой девушки. Как же сделать так, чтобы этот опыт был положительным, не нанес физических и психологических травм? Для каитархии оптимален возраст более 18 лет, так как к этому возрасту девушка становится достаточно зрелой и осознанной. К тому же половая связь с несовершеннолетней уголовно наказуема. Конечно, в идеале первый контакт должен быть в браке, но современная жизнь зачастую не подразумевает сохранение девственности до замужества. Не рекомендую вступать в половую связь со случайным партнером или по пьяни, особенно если это первый раз, и человек, с которым у вас нет доверительных отношений, не сможет себя должным образом контролировать, не будет достаточно аккуратен. К тому же, такие связи опасны заражением венерическими заболеваниями и нежелательной беременностью. Как же подготовиться к контакту? Во-первых, заранее обсудите свои планы с половым партнером. Так он будет осознанно подходить к данному процессу. Обязательно подготовьте презервативы, так как беременность и заражение половыми инфекциями возможны даже при первом половом контакте. Также используйте дополнительную смазку, предпочтительно любриканты на водной основе. Подготовьтесь к тому, что возможно появление кровянистых выделений и боли. Кровь и боль говорят о разрыве девственной плевы, но такое случается не всегда, все зависит от анатомических особенностей. Иногда плева немного надрывается, а иногда и просто растягивается, при этом крови не будет совсем. Иногда плева рвется не при первом контакте. Попросите партнера быть осторожным, остановиться, если вы его попросите. Это позволит избежать сильной травматизации и негативного опыта. Бывают случаи, когда девственная плева очень плотная, и ее не получается разорвать. При этом лучше остановиться и обратиться к врачу, так как разрыв такой плевы грозит сильным кровотечением. В каких случаях нужно незамедлительно обращаться к врачу? При первом половом контакте без использования презерватива. В таких случаях необходима профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и решение вопроса о профилактике нежелательной беременности. Если кровотечение обильное или не останавливается, либо беспокоит сильная боль, в таком случае лучше вызвать скорую помощь. Не надо стесняться, такое состояние может угрожать жизни. Если половой член партнера болит, имеет синий цвет и опух, при первых контактах иногда происходит травма полового члена. Это требует экстренной медицинской помощи. Необходимо вызвать скорую помощь. Если половой контакт болезненный, либо невозможен, нужно обратиться к гинекологу для осмотра и исключения анатомических препятствий. Половая жизнь должна быть в радость, и многое зависит именно от первого раза. Не стоит с ним торопиться, не стоит к нему подходить безответственно. У меня все. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, оставляйте в комментариях под данным видео.